Добралась до школы на мопеде. Не ехать очень близко, минут 5-7, наверное, из бизнес-района. И сейчас пойду в школу. Вот она, такая большая, сейчас покажу. Здесь парковка, а вот это высокая, это школа за забором. Большой холл, бассейн. И сразу попадаю на завтрак. Мое обучение включает в себя и питание тоже. Сейчас посмотрим, что здесь дают на завтрак. На завтрак всегда есть хлопья, молоко, разные соусы, каждый день суп разный. Я не ем такое, не знаю, что это. И лимонады разные, вода, разные овощи, свежие и маринованные блинчики с вареньем, яйца. Каждый день или яйца, или омлет, сосиски. Это какие-то из кальмара штучки. Рис, один рис с овощами и один обычный белый рис. Есть что выбрать. Я взяла себе вот такой завтрак. Немного риса, овощей, какие-то фрукты, сосиски. Сейчас попробуем. И вот это какое-то необычное блюдо. Вроде как японское. У школы 2 корпуса. Сейчас мы пошли на экскурсию во второй корпус. Во втором корпусе сейчас занятия не проходят. У нас здесь будет только ознакомительная экскурсия, потому что здесь есть большой зал, где соберутся все новенькие. Вот это, собственно, большой зал. Сейчас ждем всех вновь прибывших, и нам проведут инструктаж, что можно делать, что нельзя делать в школе. Инструктаж стандартный. Нельзя обижать никого, нельзя хамить, грубить, нельзя приносить дуриан, нельзя распивать алкоголь и вести себя неприлично. Нужно соблюдать правила и уважать остальных. Каждый понедельник приезжает много новых студентов, но не всегда так много, как в этот понедельник. Сейчас нас всех сфотографировали на пропуск. Пропуск мне обещали дать завтра. А сейчас будет небольшой перерыв, после которого будут несколько классов сегодня. Основное обучение начнется со вторника. До перерыва еще у нас будет представление менеджеров. Менеджеры из разных стран, в том числе из России. Менеджер Максим помог мне разобраться и выбрать именно эту школу. Вот и он, собственно. После знакомства с менеджерами и короткого инструктажа нам проводят экскурсию по школе. Привели в сам основной корпус, где будут занятия. Это кабинеты менеджеров. Здесь можно задать любой вопрос на родном языке. Также у каждого студента свое интерактивное расписание, индивидуальное расписание. Его можно посмотреть на интерактивном планшете. И очень много разных активностей в школе. Йога, зумба, разные другие. Можно тоже посмотреть на стенде. Также есть прачечная. Все студенты могут пользоваться прачечной, кто живет на территории школы. Рядышком туалеты, такие не очень современные, но чистые. Дальше показывают нам классы. На первом этаже расположены групповые классы. Здесь занимаются по 5 человек максимум. Это самое большое. Также на первом этаже есть бассейн. Бассейн достаточно большой, а вокруг него столики. На втором этаже есть небольшой магазинчик. Здесь всякие снеки, чай, кофе можно купить. На всей территории школы очень много расположено кулеров с холодной горячей водой. А это небольшие коридоры с индивидуальными классами. Классы небольшие, но закрывается дверь. Между этими классами расположено несколько столов для пинг-понга и для настольного футбола. Также есть маленькая детская комната. Правда, ни разу не видела, что кто-то здесь играл, но, видимо, с детьми тоже можно здесь обучаться. Так, после небольшого перерыва я снова в школе. Здесь аккуратно низкие потолки. Волнуюсь. Сейчас будет первый групповой урок. Только что прошел первый групповой урок. Здесь небольшие классы. Между классов установлены сильные кондиционеры. И чтобы было прохладно, открывается дверь. Но, в принципе, было комфортно заниматься. У нас было на уроке 4 человека. Но это было сложно, конечно, для первого раза. Но мне понравилось. Продолжаем. Сейчас у меня будет индивидуальный урок. Прошел второй урок. Индивидуальный был. Мозг кипит. Продолжаем. После урока было время поужинать, потом я поехала домой.
Я уже вернулась домой. Вернее, мы с девочками пошли в детский центр, чтобы они немножко побегали, поразвлекались, а мы с Максом поболтали. В общем, сегодня был сложный день. Это первый день в языковой школе. У меня мозг кипит. У меня было 2, получается, групповых и 2 индивидуальных занятия с разными учителями. И смотря какой учитель, от этого я чувствовала себя комфортно или некомфортно. На самом деле это очень сильно влияет. Некоторые учителя, когда понимали, что я не говорю, что я не понимаю, они пытались еще объяснить другими словами, как-то более легкими словами. И, мне становится более понятно. А некоторые учителя не пытались, просто, говорили и ждали от меня какой-то реакции. И, в этом случае мне было очень тяжело. Вот, но посмотрим, завтра у меня уже будут полный день занятия. Я не представляю, как это будет. Это очень сложно, но интересно. Так что движемся дальше. На сегодня все. Пока-пока. Спасибо за просмотр.